Самый старый из существующих ныне район Стамбула под названием Балат известен, к сожалению, далеко не каждому путешественнику. С одной стороны, удивляться этому не стоит. Долгое время квартал не интересовал туристов в силу своей самобытности, а где-то даже и опасности. На самом же деле квартал Балат, а рядом с ним Фенер, это ценнейшая кладезь истории города и нестандартной архитектуры. Этот район можно назвать городом в городе, но совершенно иным, в корне отличающимся от привычного турецкого мегаполиса. Здесь не встретишь толп туристов, но если вы пришли сюда без ярких фотографий, ваша прогулка не обойдется. Вон белишка висит, смотри, сверху как красиво. Por favor. Ничего себе, подъемчик тут. Существует ошибочное мнение, что Балат – это сплошь еврейские кварталы, в которых проживают исключительно представители этой национальности. Действительно, известен исторический факт, свидетельствующий о том, что в конце 15 столетия падишах Баязид отправил множество кораблей к испанским землям, чтобы вывести с них евреев-сефардов и поселить их в более дружественном для них Стамбуле. Евреи, конечно, не растерялись и основательно взялись за благоустройство личного района в городе. Так в Балате очень быстро выстроили целых 12 синагог, крупнейшей из которых считалась Архида, вмещала свыше 500 прихожан. В течение почти 4 веков еврейский народ мирно существовал рядом с мусульманским, греческим и армянским. Но в конце XIX столетия, гонимые постоянными пожарами и землетрясениями, иудеи стали постепенно переселяться в районы Галаты, а многие из них вовсе уехали из Турции в Израиль и обосновались там навсегда. Брошенные дома и другие постройки со временем стали занимать курды, цыгане и анатолийские кочевники. К сожалению, этих людей мало заботил внешний вид зданий, в которых они проживали. Постепенно сооружения ветшали, и Балат превращался в беднейший стамбульский район. Но традиция называть его еврейским сохранилась. Конечно, здесь еще можно встретить иудея, говорящего на смеси идыша и языка османов. Но это теперь большая редкость. Как, впрочем, редкость для Балата – это иностранные туристы, в том числе и русские. Но тем интереснее. Целое кошачье царство. Смотри, какая дверь. В Балат обязательно стоит приехать хотя бы для того, чтобы насладиться увядающей стариной и сделать потрясающие фотоснимки, в которых непременно отразится дух прошлого. Тем более, что сделать это совсем несложно. Этот стамбульский феномен расположен всего в 10 минутах пешего хода от начищенных улиц центра города. Единый архитектурный стиль в этом районе мегаполиса отсутствует напрочь. Все постройки датируются разными столетиями. Ветхие сооружения и домики соседствуют с вычурными новостройками. Интересно, что в Балате по сей день можно обнаружить средневековые жилища из глины с кровлей из шифера. Вдоль старых улиц протянуты веревки для белья, которые, наверное, никогда не пустуют. Одним словом, Балат просто создан для тех, кто мечтает попасть в совершенно иной, нетуристический Стамбул и увидеть город с другой стороны. Sorry, bu кафетерия. Вот. Днем ходить Да. Ну, видишь, мы успели до дождя.
О, машинки какие. Вон шок-магазин. В стамбульском районе Фенер, который туристы, как правило, посещают вместе с районом Балат, прямо на берегу Золотого Рога находится необычный храм, весь покрытый железом. Это железная церковь или болгарская церковь святого Стефана. Церковь называют железной, потому что она в самом деле железная, сделана из чугуна, что делает ее одной из немногих церквей такого рода в мире. Из-за того, что грунт на участке оказался слишком слабым для железобетонной конструкции, решено было строить церковь из одного только железа. Отливали части будущей церкви в Вене, а затем переправляли их в Стамбул по Дунаю и Черному морю. Церковь собирали так: на стальной каркас болтами, гайками, заклепками и сваркой крепили железные листы. Купола храма покрыли позолотой только в конце 2010 года, День Святого Стефана. При храме имеется колокольня высотой 40 метров, и она тоже связана с Россией. 6 ее колоколов отлили в Ярославле на фабрике Петра Оловянщикова. 2 из них сохранились до сих пор.